Всем привет! Да-да, друзья, мы не останавливаемся и продолжаем свое путешествие по маленьким, но очень красивым городкам Китая. В этот раз за 6 часов, 500 километров, 3 попутчика и кило подаренных мандаринов мы добрались вот сюда, на юг Китая, в автономный район Гуанси, в дивный городок Иншо. Иншо окружен сказочными карстовыми холмами, внутри которых спрятаны пещеры. Через весь городок протекает речка Ли, которая, между прочим, входит в топ-10 водных чудес по мнению National Geographic. Хотя, что рассказывать? Давайте лучше будем показывать. В городке очень много интересных локаций, но они находятся друг от друга на большом расстоянии. Поэтому путешественники часто берут или велосипеды, или скутеры. Так как мы бюджетные путешественники, мы взяли велики. Они, конечно, очень уставшие, но сегодня мы постараемся найти лучший вариант и уже возьмем их. Долгое время это место оставалось неизвестным миру, где неторопливо протекала будничная жизнь простых крестьян. И лишь в 80-х годах информация о городке впервые появилась в журнале для путешественников Lonely Planet. Нереальные пейзажи поразили всех, и случился туристический бум. Место стало притяжением для бэкпекеров, скалолазов и просто любопытных путешественников со всего мира. А с ростом благосостояния у китайцев популярной точкой среди местных туристов. Предприимчивые жители стали открывать в своих домах гесты, хостелы, кафе, и за 40 лет городок превратился в место с хорошо развитой туристической инфраструктурой, при этом сохранив свой первозданный облик. Целью первого дня было добраться до самой высокой смотровой площадки, чтобы в полной мере насладиться масштабами Иншо. По пути попадались сказочно красивые локации, такие как эта. Или это. За что мы уже были влюблены в эти места. А финальная точка лишь окончательно утвердила наши чувства. Вы только посмотрите на это.
такую интересную кафешечку, не надо объясняться, что нужно класть в блюдо, что не нужно, просто берешь тарелочку и накладываешь все, на что упал глаз. Пойдем покажем. Это относим к повару, говорим, что нужно на гарнир, рис или макарошки, и ждем свой заказ. Стоит это блюдо без мяса 13 юаней. С мясом, по-моему, на 2 больше. Здесь прям самая вкусная лапша, которую мы ели за эти 2 месяца. В Яншо мы урвали довольно крутой хостел за довольно дешевую цену. 360 рублей по тому курсу. В эту стоимость входили общий лаунж с тренажерным залом, бильярдный и теннисный стол, уютная зона с настолками и музыкальными инструментами для интернациональных знакомств, уличный басик, гигантская черепаха, милая киса и добрый лабрадорчик. Снять номер внутри мы как-то подзабыли, но поверьте, там тоже было все круто. Хотя для наглядности пусть будет несколько фото с сайта. Вид из окна на горы радовал особенно. Вот и очередной плюс приезжать в туристические места вне сезона. Решили начать свой день с ближайших окрестностей, без четкого плана, навстречу приключениям. Буквально отъехав от города, начинают открываться сельские пейзажи. Крохотные деревеньки буквально из десятка домов. Бесконечные цитрусовые сады мандаринов, апельсинов и помело. Рисовые поля, аккуратные огородики с зеленью, за которыми так бережно ухаживают колоритные крестьяне в соломенных шляпках. Фантастическая идиллия. Приключение номер раз. Увидели кустарники с мандаринами, вышли на охоту. Зеленый. Много еще не созревших. Опа. Ой, иди сюда. Новый год. Новогоднее настроение. Едем дальше. Кстати, интересный факт. Кадры этих мест вы могли вполне себе видеть в таких знаменитых фильмах, как «Звездные войны», и «Разрисованная вуаль». А еще картинка гор Яншо изображена на купюре в 20 юаней. Вот так. Впрочем, совсем не удивительно, глядя на красоту вокруг, почему эти места так вдохновляют быть запечатленными. Спокуха. Дрон жив и даже не пал, только седых волос чутка прибавилось. А мы тем временем доехали до некой точки, отмеченной на карте как пляж. 双潭 Как мы поняли, мы попали на общественный пляж Яншо. Здесь по ощущениям, как будто мы в августе в Елудоровске, а не в декабре в Китае. Все жарят шашлычки, бегают дети, животные, дымится все, музыка играет. Вот прям либо День города, либо майские праздники. Такое же ощущение, да. Конечно, забавно. Но водичка здесь классная. Сезон, наверное, все купаются. Наверное, напьются, тоже будут купаться, как и у нас.
Юху! Не бояться, что бородатый дядька заберет их телефон. Побежит. Бай-бай. Как и в любом другом туристическом городе, в Виншой есть пульсирующее сердце – улица Западная. Вокруг нее сконцентрирован центр города. Она такая старая, что большинство городов России еще не существовали, когда на ней открылся первый KFC. Улице 1400 лет. Она полкилометра длиной, и пропорции иностранцев к китайцам в сезон часто не в пользу последних. Не найти на улице разве что тишину и спокойствие. Остального хоть отбавляй. Бары, рестораны, клубы, отели, уличные зазывалы наперебой перекрикивающие друг друга. Всевозможный стритфуд с бесплатной дегустацией, сувенирные и ремесленные лавки. В общем, развлечений на любой вкус и кошелек. Пришли мы арендовать велосипеды, а тут оказалось, я даже сам не знал, что есть электроскутер, который проезжает 40 километров и стоит 40 юаней. В общем, мы сегодня это испробуем и расскажем вам, как это. Самый большой плюс этого места, то что тут не надо вносить депозит. За велосипед приходилось в хостеле отдавать 10 юаней за сам велосипед и 20 юаней депозит. Здесь не берут ничего, и это круто.
Йулонг оказался из тех достопримечательностей, что на фото выглядит гораздо впечатляюще, чем вживую. Хотя с птичьего полета выглядит все довольно эпично, особенно эти горы на фоне рисовых полей. Кстати, про них так ничего и не рассказали. Все эти холмы причудливой формы, уникальные в своем роде. Они сформировались еще в тот период, когда были под водами океана, после чего вода столетиями продолжала обтачивать их снаружи и вымывать изнутри, тем самым создав внутри каждого сеть каналов и пещер. А красиво так утопают в зелени благодаря тому, что состоят из хрупкого известняка. Он как пористая губка впитывает в себя воду, создавая благоприятную почву для деревьев. Решили вот в таких вот дебрях поехать. Не знаю, что нас ждет, но местный сказал: окей. Дорожка все уже и уже. Окей. Дорога все хуже и хуже. Мать пугает меня, а я вообще не могу. Чего ты не заступаешься? Одна коза на меня чуть. Так ты их напугал, ты смотри, какой большой. Да. Лучше не показывать это видео нашему арендодателю. Яншо очень крут тем, что достаточно просто взять велосипед или скутер и ездить по местности, натыкаться на такие классные локации, созерцать красоту вокруг. Не слушайте никого, что нужно оставаться здесь на сутки или двое, вам хватит. Нет, мы здесь уже 5-й день, и каждый день это место не перестает нас удивлять. Спасибо, Яншо, за этот волшебный закат на прощание и за возможность увидеть тебя именно таким. В июне 2020-го Яншо пережил серьезную катастрофу. Самое разрушительное наводнение на памяти живущих. Сильные дожди размыли реки, бушующая вода затопила улицы, дома, посевы, разрушила мосты и унесла жизни десятки человек. Сотни пропали без вести. Экстремальная погода сильно ударила по туризму в регионе, который так еще не оправился от эпидемии. Сопереживаем и от всего сердца желаем дивному краю сил преодолеть все невзгоды и как прежде радовать собой людей со всего света.
А взваливаем рюкзаки на плечи и так же быстро, как таяли наши визы, заканчиваем китайский сезон. Еще 2 крупными городами. И, собственно, выезжаем из страны. Сегодня опять очень холодно. Миссия автостоп Иншо Гуанчжоу через 1,5 часа провалилась. Мы вернулись в город на автовокзал, но и там нас обломали, заверив, что билетов на сегодня нет. Поэтому мы порешали ехать на ЖД-станцию. Вот это пуля. От автобусной станции до ЖД-станции билет нам обошелся в 20 юаней на человека. Собственно, не очень-то дешево, но это 40 километров. А билет Иншо Гуанчжоу нам обошелся в 140 юаней на человека. Что, собственно, еще более не очень дешево, но зато мы поедем просто на реактивной пуле. И сейчас как раз он едет, я вам покажу. Сначала мы немного расстроились из-за незапланированной крупной траты, но потом поняли, что проехаться в Китае на скоростном поезде – это как вычеркнуть один из пунктов Мазду путешествий по Поднебесной. Итого за 2 часа пуля преодолела почти 500 километров и довезла нас до Гуанчжоу, где, кстати, нас уже ждали наш первый в кругосветке хост из каучсерфинга Олег из Пятигорска, заядлый путешественник и преподаватель английского в Китае. Вот в таких спартанских условиях мы сегодня ночуем. Только до полу. У нашего хоста Олега нет простыней, одеял, поэтому мы чисто в спальниках. Но ничего. Зато из крыши над головой здесь тепло. И уютно. Спокойной ночи. На Гуанчжоу, как на столицу производства почти всех вещей мира, был банальный план – шопинг. В поисках обновок мы приехали на один из самых крупных рынков города. Каждый отдел устраивал настоящее шоу. Громкая музыка, мигающие вывески, стильные промоутеры с рупорами. От такого представления уже через 10 минут начинает долбить в висках, и появляется желание сбежать. Собственно, так мы и поступили. Китайцам все равно, где и как кушать. Ну, собственно, нам тоже. Купили свитшот в ближайшем H&M, да, с легким разочарованием, что посвятили этому половину дня, уехали в парк. Вот там-то было хорошо. Может, это все последствия долгого путешествия по деревушкам? На следующее утро нас вновь ждала дорога. Замена бойца в кругосветке. Такой придер... Нет, замена. Как можно не ходить? Поэтому я и не еду в кругосветку. Сделали на память пару фото с нашим хостом, договорились когда-нибудь встретиться на родине и отправились на вокзал. Да, мы решили добираться не автостопа, потому что выбраться из этого огромного мегаполиса – это большая проблема. Вчера мы купили билеты на электричку, цена которым 25 юаней. По здешним меркам это очень дешево. Приезжать на вокзал нужно примерно за час, потому что досмотр здесь сравним с аэропортом. А вот наш поезд приехал, погнали! За 2 часа электричка преодолела 130 километров, и мы оказались уже по южному теплому Шэньчжэне. Сняли вот такие хоромы размером с купе и отправились снова на шопинг. На днях пришел первый заработок с канала, и мы решились на небольшой, но очень важный апгрейд техники. Шэньчжэнь – родина фирмы DJI, уже зарекомендовавшей себя в нашей банде как надежный и качественный продукт. Здесь находится завод по производству данной техники и первый флагманский магазин. Мы пришли не за дроном, как могло показаться, а за стабилизатором, так как наш боец ослаб и перестал в полной мере справляться со своими обязанностями. Наш выбор пал на новенький DJI Ronin SC. Сотрудники магазина помогают после покупки собрать стабилизатор, а потом еще его настроить под нашу камеру. А старый боец был отправлен на родину новому владельцу. Ну что ж, все дела сделаны, рюкзаки на плечи и вперед открывать новую страну. Увидимся там.